Бусины Цзи. Мифы и факты. Сегодня речь пойдет о тибетских бусинах Цзи и истории их появления. Уж очень много мифов существует об этих загадочных амулетах. Где же в этих фантастических историях истина? И есть ли она вообще? Я изучила немало материала, чтобы сопоставить исторические факты и дошедшие до нас легенды о бусинах Цзи. Беседовала с владельцами этих мистических амулетов во многих регионах Юго-Восточной Азии. В результате сделала свои выводы. Оказывается, мифические истории не лишены реальности. И всем, казалось бы, фантастическим легендам есть свое объяснение. Принято считать, что бусины Цзи появились в Тибете во время шаманизма и существующей там религии Бон. Но это не совсем так. Доподлинно неизвестно, откуда и когда они появились. Древние летописи и исторические находки гласят, что бусины Цзи существовали во многих уголках нашей планеты и особенно ценились в Древнем Египте, Месопотамии и Персии. Но особый культ Цзи получили в Тибете якобы после того, как необычные камни с глазками привезли тибетские солдаты после одного из набегов на соседней территории. Они уверяли, что эти камни имеют мощную силу, защищают от сглаза и бед, могут помочь выжить во время битвы. О загадочных камнях с глазками и линиями ходили самые мистические истории. Их сами боги кидают с небес. Это окаменевшие существа древнего чудо-океана Тетис. Это застывшие космические метеориты. Это таинственные клады богов из окаменевших божественных насекомых. Могу предположить, как было на самом деле. Возьмем легенду об упавших метеоритах и богах, кидающих Цзи на землю. Этот миф не лишен реальных событий. На территорию Тибетского Нагорья, внутренней Монголии на севере Китая и ближайших территорий действительно метеориты падали часто. Согласно историческим фактам, тут бывали целые метеоритные дожди. И местное население придавало таким событиям большое значение. Люди были уверены, что падающие небесные камни наделены мистикой, не иначе их с неба кидают сами боги. Жители окрестных территорий выходили в места падения метеоритов и собирали кусочки мистических камушков. Они использовали их в лечении. Как оказалось, эти небесные камни часто обладают магнитными свойствами и действительно оказывают влияние на человека. В найденных камушках делали отверстия, чтобы можно было носить их на веревочке. Позже стали шлифовать в прямоугольные и конусные бусинки. В местах падения больших метеоритов появлялись глубокие ямы, обнажающие доселе находившиеся в земных глубинах скопления минералов. Более того, при взаимодействии с падающим метеоритом брызги, попадающие на агатово-халцедоновые залежи, создавали потрясающие глазки и рисунки. И люди годами искали в таких местах мистические камушки. И тут, я думаю, пошло некое ответвление по сериям бусин Цзи. Из кусочков метеорита и его соединений стали делать так называемые метеоритные бусины Цзи, а из камней кварцевого семейства халцедона, агата появились бусины Цзи с естественными глазками. Впоследствии, возможно, изделия из метеоритных осколков положили начало загадочной культуре хуншаньского неолита. Но здесь ремесленники делали из так называемого метеоритного нефрита не только бусины Цзи, но и таинственных железокаменных идолов инопланетного вида. По сей день большинство жителей этих мест уверены, что их предки видели кого-то необычного, каких-то существ, богов или инопланетян. Но это отдельная история, и мы поговорим о мистике хуншаньского неолита в одном из следующих видео. Сначала же давайте обсудим следующий миф о том, что бусины Цзи – это окаменевшие существа древнего чудо-океана Тетис, от одного из имен греческой богини Тефиды. Полагают, что этот мистический океан существовал еще в эпоху Мезозоя. И именно его окаменевшие обитатели были предками одной из серий будущих бусин Цзи. И это тоже интересная легенда, показывающая целую эволюцию внешнего вида амулетов от древности до современности.